Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Расклад Таро. Что случится, что произойдет до конца февраля? Давайте узнаем, что ожидать. Этот расклад я решила сделать срочно, то есть несколько раньше, сместив график. Обычно в самом конце месяца выходят такие видео, которые, я тут не учитываю именно по сферам жизни. Но вторая половина февраля астрологически богата на планетарные транзиты. По сути, это время перемен. Вот какой-то невидимый механизм запускается. Это то время, в котором мы с вами живем. Поэтому, мои дорогие, сложное время, это правда. Будем милосерднее, добрее, как и к самим себе, так и к собственной душе. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте с вами рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Зададим такие самые основные вопросы, которые могут где-то нам давать подсказки по тем переменам, которые нас ожидают во второй половине февраля месяца. Итак, первый вопрос. Что случится? Вот что произойдет как главное событие, ключевое событие до конца февраля, чем вам придется заниматься, может быть, больше уделять внимание. Что вас удивит, мои дорогие тельцы, и будет для вас неожиданно? Может быть, как кто или что появится неожиданно, да? И к чему приготовиться? К чему все это идет в конечном итоге до конца февраля? А что скоро изменится? Тоже давайте узнаем. Заглянем в будущее. И, возможно, резкие какие-то перемены, то есть неожиданно и резко как-то будет меняться для вас. Что будет дальше? Что будет продолжаться? И достанем карту «Совет» от Таро. И вот давайте рассмотрим эти позиции. Итак, так что же там случится? Что будет происходить как главное событие? А вы тут, знаете как, берете постепенный разбег. Это не есть с места в карьеру, вот каким-то рывком. Нет, вы тут определяетесь с чем-то. Кстати, вы определяетесь по работе и финансам. Очень символично, потому что на самом деле планетарно это тоже так. Как будто ваше благополучие, мои дорогие тельцы, вот это задача номер раз. И, понятно, деньги – один из способов взаимодействия с миром. По сути дела, это наши возможности. И для кого-то именно в центре внимания будут деньги, потому что все-таки у нас пентакли. Для кого-то из вас это помощь, я вот такого не исключаю, конкретного человека, именно финансовая. Причем это может быть такой момент, как ключевое событие. Вам нужно срочно провести какой-то платеж, ваши деньги либо загуляли, либо вы не располагаете на данный период какой-то суммой. Здесь есть тот человек, который откликнется вам и придет на помощь. Точно так же эта карта может свидетельствовать второй момент о людях, когда нам нужно решить какую-то задачу, она связана, пусть не с финансами, а с документами. Может быть, оформлением каких-то документов. Может быть, сам вопрос, который, так медленно, но верно продолжается. И здесь вы будете искать тоже людей, которые вам могут дать дельный совет или как-то поспособствовать. И вот, кстати, как и по деньгам, так и по документам, по бумагам, здесь как будто в вашем окружении есть такая персона, но вы можете даже не предполагать, что именно этот человек вам откликнется. Это может даже вас где-то удивлять, вот это тоже примите к сведению. Но это вы отстраиваете какой-то марафонский забег надолго, поэтому кто-то определяется с работой, каким образом, да, откуда к вам приходят деньги, кто-то задумается о дополнительном заработке. Вот давайте немножко раскроем, так что же там случится, что произойдет. Два рыцаря. Рыцарь – это всегда активность и движение. Поэтому, правда, иногда по рыцарю мечей здесь может быть и такая метаморфоза, как ключевое, опять же, событие, когда вы получите какую-то бумагу, известие. Может быть и буквально человек, который приходит на пород, как гонец, да, приносит это известие. Точно так же иногда по этой карте, будьте внимательны, мои дорогие тельцы, если вы принадлежите к тому разряду людей, который отвечает, допустим, да, вы руководитель или какого-то, пусть даже более мелкого звена, иногда символизирует проверяющих. Вот тут есть какая-то задача, которую ты не отложишь на потом. И буквально собрался, подпоясался, и нужно вот сейчас
не в абстрактном будущем, поэтому у кого-то касается именно бумаг, документов, а у кого-то важные решения вам придется принимать по части денег. И это может быть связано, кстати, как и с человеком, да, но иногда по рыцарю мечей это могут проходить те люди, которых мы тоже знаем, да, но мы где-то не ожидали вот такого решения, да, или как у человека что-то меняется, он вам говорит об этом, и от этого будет, пусть это не вы инициировали эти перемены, но вы как будто будете с ним взаимодействовать, или вам придется в чем-то участвовать, но для вас это фортуна. Я должна сказать, что именно для вас, мои дорогие тельцы, вторая половина февраля, все же она больше, если мы смотрим на планетарные транзиты, то она более такая спокойная, когда вы, может быть, прежний период, когда много было работы, но все равно все было не зря. Вот именно теперь вам как будто нужно определиться с чем-то очень главным. Но здесь для вас может быть и такой момент, ключевое событие. Вы, может быть, вы именно участвовали в жизни кого-то, кому-то помогали, то я допускаю, что для кого-то из вас, у человека что-то меняется, и для вас, ну, как возможность вздохнуть свободно. Потому что по колесу фортуны все-таки фортуна на вашей стороне, будем говорить. И это старший аркан. Вы, в принципе, как ключевое событие, будьте внимательны к каким-то деталям, которые происходят через взаимоотношения с людьми. Пусть это даже иногда кажется метаморфоза. Но они будут влиять на вас своими решениями или пусть сменой плана. Но точно так же это и вокруг вас, как обстановка, обстоятельства тоже будут меняться, и от вас потребуются вот такие энергии. Есть вопросы, куда нужно не торопиться, а более такое вдумчивое внимание, как и кому-либо, так и к каким-то конкретным делам, к вашим шагам. То есть какая-то такая осознанность. Но будут и те моменты, когда нужно будет действовать незамедлительно. Будьте к этому готовы. Потому что тут что-то вы не сможете все же отложить на потом. И у кого-то это может касаться именно документы, работа или деньги. Вторая карта, что вас удивит, или вот и будет неожиданно. Правда, неожиданное известие. Кстати, паж жезлов. Иногда это дети взрослые, у кого-то внуки. Или какое-то предложение, я такое не исключаю. Или сама по себе новость. Вот как этот паж на развилке стоит. Куда? Вправо, влево, непонятно. Вот это вас будет удивлять. Точно есть какая-то. А вот смотрите, тут может прийти, вот знаете, даже такая метаморфоза. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У вас как будто, может быть, это и вы решаете тот вопрос, да, который тянется из далекого прошлого. И все вот оно что-то не состыковывалось. Оно вас мучило. Все как-то вот тут вот не разбиралась какая-то паутина. А нам вот тройка мечей, тройка – это всегда карта будущего. Вот посмотрите, в этой колоде очень хорошо художник прорисовал, что же происходит сейчас. Как будто говорит: телец, тебя уже нет в этом прошлом. Смятая постель, какие-то разочарования, бесконечный дождь за окном или какой-то период застоя сложного, исписанный дневник. То есть много мыслей, много какой-то аналитики, разлитые чернила, да, которые не отмываются. То есть, иными словами, как мы обычно говорим, тройка мечей, это как сердце, да, но тут сердце в виде аффирмации, когда нам показано как будто аффирмация, 3 жирных точки в чем-то мы ставим, именно то, что касается о прошлом. Но вот эти чернила будут свидетельствовать то, что как вот израненное сердце не болит, да. Шрамы они останутся, или вот как пятна останутся от этих чернил. Но в принципе это не имеет никакого значения. Единственный какой-то прежний опыт вам помогает с чем-то определяться. Вы можете даже узнать, почему у вас, да, вы можете какое-то важное решение тут принимать. И может быть дополнительная информация, которую вы узнаете о ком-либо или о чем-либо. Вы теперь понимаете, почему, зачем это все было нужно. Или где-то вы можете анализировать, где вы сами что-то сделали, может быть, не совсем правильно, потому что это опыт по этой карте. Аналитика и опыт, уже нет эмоций, они уже, знаете, как отболело, отгорело, уже, ну, не цепляет. И неважно, что это такое, какие-то разочарования, они уже вас сделали сильнее, именно это сильная позиция. Вот интересно, тут может удивить тот человек, который или с которым были связаны какие-то не самые приятные моменты или периоды.
И тут вам даже с этим человеком придется держать баланс. Вот это вас удивит. Тут и появиться может конкретный человек или какая-то новость. Новость как от человека, так или она может быть, ну, как свидетельство какое-то косвенное, да, которое у кого-то касается взаимоотношений, но все-таки жезл, у кого-то может быть и вопросы работы. И я должна сказать, что февраль месяц – это, в принципе, не то время, когда мы словно рвем что-то, ломаем, да. Тут, позвольте, закончиться чему-то. Это может быть даже как отношения для кого-то, да, которые, ну, они по сути-то уже закончены, может быть и так. Но последние аккорды мы должны как будто сыграть красиво. А у кого-то это будет касаться важные, ну, такие какие-то планы вы будете и решения принимать по части работы, чему отдавать приоритет, а чему уже сказать, что нет, это не работает, это уже устарело, такое не исключаю. Так вот, выводы делать прекрасно. Но сказать, что мы словно хлопаем дверью и уходим с уже известной работы или с какой-то занятости, скорее всего, в феврале сохраняем. Дальше будет время, как будто, опять же, колесо фортуны. Тут поэтому и не надо торопиться, потому что еще как будто не вся правда открылась. Еще есть некоторые моменты, когда вы не знаете, поэтому двойной баланс. Мало что жонглирует нам человек, да, удерживает вот эти два пентакля, так еще и на качелях. У кого-то это будет баланс по деньгам, мои дорогие, правда. И это где-то вас удивит или будет неожиданно. Может быть, какие-то траты, проплаты, вот я такого не исключаю. Давайте мы еще узнаем, что же там у вас неожиданно. Неожиданно какой-то человек может появиться. Возможно, по королю жезлов это как персона, которая рожденная под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. У нас выпал король, но это не обязательно будет мужчина. По полу карту мы не рассматриваем. Это может быть и женщина, как решение женщины, да, девушки, может быть и так. И это те люди, которые живут на своей волне. Не случайно харизматичный лидер. И харизматика, она в том, что это как руководитель. Вот у кого-то может быть неожиданно смена руководства или смена, ну, это касается работы, как у кого-то графика, кстати. У кого-то сама дислокация, может быть, какой-то филиал, релокейт, тут у кого что. Когда вам говорят, вот нужно делать так, а по-другому оно как будто не пойдет. А вы можете быть не согласны, как вот вам говорят делать, да, или дают какой-то совет. Тем более в любом случае, знаете, эта карта говорит, вот тут вот, когда вы сталкиваетесь с какими-то неожиданностями, то вот нужно больше надеяться на самого себя, потому что от людей мы можем получить совет, мы говорили, мы можем получить помощь, вот вы, мои дорогие тельцы. Но сказать, что человек будет что-то делать за вас, вот это точно нет. А может быть, для вас карта говорит, подумай-ка ты, телец, чтобы самому быть этим харизматичным лидером. Когда не сидеть где-то в ожидании, может быть, и не получать какую-то одну еще порцию опыта. Уже опыта у тебя достаточно, твоя задача идти вперед. И, может быть, конкретно кто-то удивится тому, что желание построить карьеру. Дайте я еще раз, еще одну карту точнее, что же удивит. А тут вы могут, вы знаете, какие-то разговоры о семье. Может быть, это в семье или человек вот именно, когда совпадает, да, вот и рожден под знаком зодиака, стихия огня или асцендент, или какое-то решение человек принимает, а это будет близкий человек. Может быть, близкий родственник, может быть, это тот, который вхож в ваш дом, но для кого-то вам действительно придется принимать и решать какую-то финансовую ситуацию. А к чему приготовиться, к чему все идет? Вообще тут посмотрите, даже не будут дополнительные карты. У кого-то будут решаться вопросы и дома, и работы. Дом сам по себе, стены. Возможно, переезда. И вы можете переиграть. Собирались в одно место, поедете в другое. Или несколько видоизменить. Вы тоже можете. Или изменить какие-то сроки. Но вот тут есть что-то, что будет меняться, потому что внешние события тоже меняются. И они на вас воздействуют. Поэтому для кого-то из вас конкретно для поездки, для переезда, может быть, деньги нужны, и поэтому вы так более прижимисто, экономно будете относиться к деньгам. И где-то двойка пентаклей, она тоже говорит
о том, что как будто мы обойдемся двумя пентаклями. Сейчас вот только самые необходимые траты. Вот тоже вот примите это к сведению, это как совет от карт. И пробуй, пока не получится и не надоест. Вот это ведь карта спонтанности. Быть легким на подъем она нам советует тоже. Поэтому такой совет тоже примите во внимание, потому что на кону ваше благополучие, ваше счастье. Как-то вам нужно рационально определиться и по вопросам, может быть, и дома взаимоотношений, по вопросам пары. Тут как 1000 дорог может сойтись в один момент и в одну точку. Так а что же скоро изменится? А возможно, резко, неожиданно для вас. Но вот правда, будьте внимательны по деньгам, потому что все же двойка пентаклей и первая карта рыцарь пентаклей. Вы тут на что-то могли рассчитывать, на поступление каких-то средств, а тут что-то может притормаживаться, мои дорогие тельцы. И может быть это какая-то задача нехватки денег, когда нужно срочно либо платеж произвести, либо вам для чего-то нужны, может быть, деньги. И тут буквально нам говорят, от того, как ты сумеешь договориться, будут и гроши. Вот, кстати, тут ведь всегда мелкая карта, да? Но, тем не менее, это заноза. И это недостаток. Любая пятерка – недостаток. Так вот, тут недостаток взаимопонимания и недостаток по финансам. И вот здесь вот у кого-то может проиграться так, что это, вот мы сейчас достанем дополнительные карты, что это вы пытаетесь всеми силами уйти. Вот для тех, кто уже это не новая история, она уже вам до боли знакомая. Это вы постоянно преодолеваете вот именно какую-то финансовую брешь, но и как будто в одиночку, как будто никто не поддерживает, никто не откликается. То я могу так вот рассчитывать, что теперь, во второй половине февраля, у вас несколько, как-то веселее дела пойдут. А для тех, у кого все хорошо, будьте все равно внимательны к финансам, потому что, могут быть такие метаморфозы. Так что же там скоро изменится? Карта будущего. Как будто телец уже строит планы, время твое пришло. Ух ты, 2 тройки. Вам нужно что-то изучить. У кому-то изучить язык, может быть, иностранный, а кому-то программирование, кому-то рассмотреть работу, может быть, буквально на дому или из любой точки мира. Для кого-то дополнительный доход, да, вот именно пятерка пентаклей будет говорить. Тебе нужно что-то распланировать на более далекий период времени, телец, поэтому не теряй вот буквально времени. Может быть, это вы будете задумаетесь о каких-то курсах, чтобы именно, может быть, даже в свободное от работы времени, неважно, какой у вас возраст, мои дорогие, пусть вы даже на пенсии здесь, потому что иногда мне пишут, а что мне делать? Ну, что-то ж вы делаете. Вы ж не сидите, наверное, просто так. Вот я могу так спросить, да, встречно. Явно есть какие-то задачи. Тут мы как горизонты свои расширяем, мои дорогие. Это еще карта иногда символизирует своеобразный жизненный экзамен. У кого-то экзамен конкретно зачет, чтобы бумагу, какой-то сертификат получить. И это будет для вас, как поворотная какая-то точка последующих маршрутов ваших, потому что вот есть эта бумага, и все, и теперь у меня уже как двери открыты, да, нет у меня каких-то преград. Кто-то бумагу, вот действительно документ может получать, и, может быть, тут и деньги понадобятся, да, или какие-то согласования, у кого тут что. А для кого-то это конкретно сдал зачет и получил документ, может быть, и так. Так что же скоро изменится, возможно, и неожиданно. А тут ведь правда, смотрите, у вас сильная позиция, и фортуна помогает. Карта победителя. Не самая легкая победа, это правда. Но она не дается даром. 2 тройки. Тут как и изучение, так и где-то, мы себя перестраиваем на новые рельсы по этим 2 картам. Нам говорит, что вот уже не будет так, как было прежде. Более того, телец, у тебя будет победа, но ты не можешь расслабиться. Это не тот период, когда ты, где-то рассупонился и сказал, вот, наконец-то как-то тут уравновесилось, вот теперь я могу вздохнуть. Увы, по этой карте мы очень относительно можем вздохнуть или, да, какой-то короткий отдых, он как будто необходим, но шестерка жезлов, карта победителя, карта побед и жезлы, да, это вот именно откуда к нам приходят деньги, или сама по себе работа, или наши достижения. Вот победителю победу придется сохранять. Мало взять какую-то высоту, а ты попробуй ее удержи. Вот это будет меняться. Видимо, какие-то события внешние
будут на вас воздействовать, и вам эту высоту придется тоже удерживать. Так что же будет дальше, что будет продолжаться для вас, тельцы? О, вообще это ваша карта, король пентаклей. Для кого-то из вас тут у нас семья, дом, мы говорили. Для кого-то вопросы, может быть, с банками, да, вы куда-то пойдете в банк, кто-то гасить кредиты, а кто-то, наоборот, договариваться об ипотеке и готовить, может быть, документы. Тут мы все разные. По этой карте идут наши близкие, поэтому вопросы семьи, что будет продолжаться. Но я точно могу сказать, что есть, может быть, это не только вы сами, но какой-то человек, с которым точно у вас будут продолжаться отношения. Ну а для тех, кто в паре, это вот именно какие-то задумки по части вашей пары и семьи. Что же тут будет дальше? Может быть, для кого-то переезд всей семьей. Или это встреча двух людей, которые, может быть, даже как будто на расстоянии. Все-таки карта звезда. Куда-то вы надумаете отправиться далеко. И кто-то, кстати, меняет работу. Да, и для этого и языки, может быть, нужно освоить какой-то новый ресурс. Карта звезда исполнения желания, вообще-то, мои дорогие тельцы. Но это карта выбора на правильного направления. Это где-то тоже, вот мы говорили, марафонский забег, первая карта. И здесь ведь тоже эта карта где-то лет на 10-20. Вы с чем-то до конца февраля определяетесь. Давайте откроем совет от карт. И у нас снова паж. Он говорит, вот буквально, маршрут свой продумывай, телец. Карта, да, какая-то топография идет. Кто-то определяется именно с местом дислокации, где я буду. Может быть, в вопросах жилья. Может быть, через вопрос взаимоотношений. У кого-то это в работе, да. То есть мы все разные, вы перекладываете на себя. Но, похоже, выбор вам какой-то нужно сделать. Причем сделать, когда по пажу ведь всегда идет весть. Поэтому для кого-то вот то, что, с чего начался наш расклад, и я говорила, да, как ключевое событие, или что случится. Ну, какие-то вести у вас будут. Или, может быть, и визитеры какие-то будут. Но для вас это тоже своего рода как механизм фортуны. И поэтому вам, значит, даже что-то начинается с известия, но вы это не можете отложить на потом, потому что от этого зависит ваше будущее, мои дорогие. Но вопрос все-таки пажа незрелость. Вот вопрос этот вам нужно будет изучить более детально. Вот чтобы вот эта карта, она была знакома, чтобы последующее путешествие не было в потемках, а для кого-то и правда будет, вот что будет продолжаться. Подготовка к переезду может быть очень далеко. Или подготовка к тому, что мы, может быть, кто-то из вас желает приступить, вот как работать в интернет. Все-таки иногда пространство, эфир, интернет тоже проигрывается по этой карте. Поэтому тут вы можете уже словно подготовиться, брать новые высоты. Вот я этого тоже не исключаю. Но вы знаете, это очень правильно. Если вот так рационально, у вас много пентаклевых карт и таких вот, знаете, деловых карт. Тут нет, ну вот одна только, и, ну, правда, она очень емкая, потому что десятка кубков по максимуму, да, взаимопонимание. И семья, главное, да, по сути, две карты семьи, дома, достатка, благополучия. Вот для вас самое главное, что реально. Не в обещаниях, не в каких-то таких радужных, может быть, мечтах вдвоем, а когда вот тот человек, который вас готов сопровождать, который готов участвовать в вашей жизни, который вас чувствует, который готов дарить вам тепло, тот человек, который надежный. Вот такие люди в вашем окружении, они вам будут помогать, чтобы был вот такой верный спутник. Ну а для тех, кто один или одна, самое время об этом задуматься, наверное. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне очень добрые комментарии, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. Прочитайте «Петля реальности», мою последнюю статью. Я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.